Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня видео такое совместное раскрашивание вместе с Оксаной, а ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Мы каждый год, каждому празднику проводим совместники, такое тематическое раскрашивание. Ну и соответственно вот по поводу Пасхи тоже решили пораскрашивать. Я выбрала для себя «Дыхание весны». В прошлом году я здесь раскрашивала, так, сейчас я вам покажу, какую я иллюстрацию здесь пасхальную. Вот такую вот раскрашивала. Ну, а в этот раз, ну, тут есть еще несколько. В принципе, даже вот эта, где нет яиц, она вполне себе подходит. Есть вот такая вот, и есть еще вот эта. Ну, честно скажу, что на этой иллюстрации мне не очень нравится то, что здесь есть вот такие цветы. Это прям в стиле Джоанны Бесфорд, а я ее терпеть не могу практически. Ну, вот за этот ее стиль. Вот. А здесь вроде как заяц, он конечно, клевый, очень клевый. Но я не очень умею раскрашивать. Ну да ладно. Короче, я выбираю между этой и этой. Но что-то мне подсказывает, что лучше я в этот раз вот это раскрашу. Ну, по некоторым своим причинам. Вот, неважно. Вообще, я здесь раскрашивала вот карандашами, например. Тут, видите, акварелью. Ну, то есть, как бы... Здесь, наверное, я буду раскрашивать акварелью, потому что... И акварель это будет в кюветках, потому что иллюстрации односторонние, простор для творчества. Как всегда, тут моя совушка. Даже, наверное, здесь я не буду тратить Magic, раскрашу, наверное, акварелью. Я вот единственное думаю, какого цвета. Может быть, что-то такое металлик. И знаете, наверное, сейчас. Во-первых, я возьму... Здесь у меня есть перламутровая акварель «Белые ночи». Вот это вот. И я возьму еще акварель «Луч». Возьму, наверное, свою самую первую палитру. Здесь вот, может, черный пригодится, перламутровый. Не знаю, сейчас буду смотреть вообще, что я хочу, что я не хочу. Вот. Ну, в общем, мне этот стиль не очень нравится, поэтому проще будет с акварелью. Я сейчас на камеру начну раскрашивать, а уже потом покажу в конце видео результат. Я честно скажу, что я просто вообще забыла про это совместное раскрашивание. Мне когда Оксана напомнила, я что-то наснимала видео впрок, думаю, ну вот, у меня всего полно, и можно какое-то время не красить, и тут я вспоминаю. Не, ну в смысле мы друг друга не неволим, потому что совместное раскрашивание это, конечно, хорошо, но если, например, в какой-то момент Оксана не может или я не могу, это ничего страшного. Ну, как бы вообще нет ничего страшного, но как-то так, да. Ладненько, приступлю. Тут вот Пасха на нашу голову. Прости, Господи, конечно. Вот. Так, какой цвет-то взять? Даже не знаю, какой цвет взять. Вот желтеньким я тут уже раскрасила. Что-то меня в этой палитре не устраивает. Сейчас я возьму еще одну. Вот у меня еще палитра. Пенальчик.
наверное, вот это возьму. Посмотрим, что будет. У меня вроде как есть еще какие-то иллюстрации в других раскрасках. Тем более я недавно снимала видео про коллекцию, но оно еще не вышло. И пока я не планирую его выкладывать. Это будет чуть позже. Потому что про YouTube разные слухи ходили. Ну, короче, я сняла впрок. Пусть пока полежат. А там будет видно, когда это. Видео лишними не бывают. Так. Ну, в общем, не совсем мне нравится этот листочек, как получается. Кстати, надо вот здесь краска ближе, что я туда тянусь, и скорее всего, сейчас, минутку, и эту сюда себе поближе поставлю. Так будет удобнее. Ну, пусть тогда и здесь немножко. Я вообще, конечно, больше люблю детскую акварель. Она мне нравится значительно больше. Но этой же тоже надо пользоваться. Поэтому я стараюсь сейчас ей в том числе раскрашивать. Я еще не красила яйца, но я как бы сделаю 2 яйца. И красить я их, конечно, не буду. У меня мама красила. Ей нравился этот процесс, потому что она там красила, как всегда, луком, но она делала там всякие узоры красивые. Это было очень здорово. Вот. Ну, конечно, мы и термоэтикетки наклеивали, в том числе. Ну, в общем, я так и сделаю. Именно вот цветные яйца мы, по-моему, не делали, знаете, когда я, наверное, совсем еще такая маленькая была. Ну, потому что мне этот процесс просто был интересен, но мне даже кажется, что мы никогда их не ели, только на кладбище отвозили, как-то так повелось. То есть меня этим процессом увлекали, раскрашиванием, но всегда говорили, что типа давай на кладбище это отвезем, типа там бабушки, дедушки. Ну, понятное дело, это для меня был прям такой аргумент. Вот. То есть мне и не возникало желания их взять и съесть, потому что я понимала, что нужно туда отвезти. Вот. Так что у меня родители очень грамотно делали, не запрещали мне такую химозину есть, а меня очень грамотно направляли, что, ну, скажем так, это не запрет, это вот просто куда-то нужнее. Хотя, в принципе, используются-то пищевые красители, но тем более я вот сейчас, да, делаю же мыло. И, соответственно, я прекрасно понимаю, что, ну, я, правда, пищевыми красителями в основном не пользуюсь, это я только начинала, знаете, когда ты еще не понимаешь, как бы, что к чему, и не понимаешь, насколько тебя там это затянет, не затянет, а когда я уже стала там, поняла, что мне это нравится, я там хочу многоцветное мыло делать, и чтобы оно надолго сохранялось, конечно же, я вкладывалась уже в хорошие пигменты, которые не мигрируют там между собой и так далее. Ну вот. А мне, наоборот, мама там красила яйца именно вот с узорами, со всем прочим. Но все это при помощи лука и так далее. И мне это тоже нравилось, я видела, что красиво. Но сама я этим не буду заморачиваться. Во-первых, по-моему, у меня даже кастрюлек нет уже для таких целей. Я их все повыбросила. Ну, собирать лук или идти... У нас одно время продавали шелуху.
Но я сейчас сомневаюсь, что там продают, потому что этот магазин стал меньше по размерам. Вот он несколько месяцев не работал, и я туда... Ну, короче, не надо мне это. Не хочу возиться. Я сделаю 2 яйца, покрашу. Одно себе, одно ушастику. И даже, ну, как термоэтикетку сделаю. Собственно, вот и все. Ну, кстати, да, видео же выйдет. Вы его смотрите как раз-таки в праздник, поэтому, безусловно, я всех поздравляю. Извините, я это как-то сразу сделать забыла, ну, не знаю. Вот. Безусловно, я всех поздравляю. А что касается куличей, ну, в прямом смысле слова у меня не будет куличей. Вот. Вообще может даже так получиться, что я вообще ничего делать не буду, потому что у меня есть выпечка, и чисто символически я всегда смогу вот таким образом отпраздновать. Я для себя не считаю это очень важным, именно там кулич, еще что-то. Вот. Но поскольку я снимаю в пятницу, да, сегодня 22 апреля, я планирую завтра как бы... У меня есть, вот знаете, как вафельницы, орешницы, вафельницы, вот эти все приспособления. У меня, кстати, орешницы нет, я бы, конечно, очень хотела. Хотя, знаете, орешницу я бы хотела такую, которая все-таки советская, на плиту. Вот. Очень бы хотелось. А вот вафельницы у меня 2 электрические, разных форм. И есть еще у меня такое же приспособление для корзиночек. То есть они прям сами корзиночки, с крышечкой все выпекается, и при выпекании сразу же кладется начинка. И я думаю, что, возможно, я вот сегодня пойду ушастику за витаминами, и я, возможно, пойду куплю творог, и завтра, в субботу, сделаю эти корзиночки с творогом и с изюмом. Ну и, конечно, сверху, раз уж праздник, глазурью. Глазурью, посыпкой. В общем, что-то такое интересненькое сделаю. Чтобы побаловаться. Наверное, так. Тоже у меня там, по-моему, на 2 корзиночки приспособления. Ну и я, соответственно, сделаю одну себе, одну ушастику. А там посмотрим. В теории можно, конечно, сделать 4. Одну ученице отнести, одну еще взять с собой на прогулку. Ну, не знаю, скорее всего, на прогулку я что-нибудь другое возьму. Ученицу угощу пирожком с картошкой. Или с капустой, еще не решила, чем в этот раз побалую Юлю. Так. В общем, что-то в этом роде будет. Ой, это же что, орхидея, что ли? Куда я ее? Ладно. Здесь тоже желтый пригодится. Так, есть тут еще такие листочки или нет? Вот точно таких нет, значит, можно... Вот он там. Вот еще один листик. Такой. Сейчас сделаю. Ну, в общем, если я сделаю такую выпечку, я, конечно же, в Инстаграм обязательно выложу. Но не факт. Не факт. Так. Маленькие, конечно, такие пространства тут. Мне как-то... тут еще... Что за ерунда? Тут еще... Вот как это понимать? Ну ладно. Так, остальные листики, наверное, надо раскрасить немножко по-другому.
Господи, были бы они здесь такие целиковые. Какой-то стиль реально. Ты, Джоан и Бесфорд. Бестолковщина какая-то. Хорошо, хоть здесь бы большая часть иллюстраций красивые. Но вот это вот. Это мне не очень нравится. Но у меня есть некоторые причины, почему я того зайку оставила. Но пока я не говорю, почему. Так. Мне вот тоже это сочетание очень нравится. Люблю вот такие цвета, такие оттенки. Вот. Наверное, еще вот этих красок. Этот цвет. По идее, наверное, надо купить небольшую какую-то кисточку потоньше. Иногда все-таки есть в ней необходимость, но все время забываю. Хотя мы недавно вот как раз в Леонардо с Ульяной, когда гуляли, можно было бы, мы смотрели кисточки, но я как-то так равнодушно посмотрела и дальше пошла. Я больше на нитки заглядывалась, вот на все такое. Меня как-то сейчас это вдохновляет намного больше. Ну, раскрашивание это по-прежнему для меня важно, просто я имею в виду, что в раскрашивании уже всего полно, поэтому уже прошел тот вот момент, когда хочется всего да побольше. Я как раз сейчас больше склоняюсь к тому вот в том периоде, когда всего да побольше в вязании. Хотя раньше-то у меня всего этого было много, то есть, ну, понятно, что это расходуется. И уж нитки-то расходуются точно быстрее. Так, я упустила вот здесь момент. И еще вот здесь надо. Хотя, наверное, с желтым я погорячилась. Здесь бы на таком пространстве было бы достаточно вот этого цвета. И можно сразу вот этим докрашивать. Ну, у меня, кстати, для акрила есть тоненькая кисточка. Я иногда и ей пользуюсь. Причем я ей пользуюсь-то не для акрила, а вообще. Так что можно, наверное, для таких моментов. Вот она у меня, по-моему, из передвижника. Да, теперь я все-таки вспоминаю, что это Леонардо, а это передвижник. А сейчас попробуем. Так, сколько там минут? Ну, еще можно. Тем более, все равно видео не получится одним файлом. Сколько я вполне вероятно, что еще завтра продолжу раскрашивать. Не, ну, к слову, если бы мне нужно, я могу и сесть залпом раскрасить, но я говорю, меня вот эта иллюстрация не вдохновляет. Поэтому я в основном, знаете, так сейчас по чуть-чуть. Но я, правда, нашла для себя способ красить то, что мне не нравится. Когда мне нравится, я могу быстро раскрасить, и это не будет отражаться на качестве. А когда мне не нравится, я, наоборот, замедляю темп и, знаете, настраиваюсь на такой медитативный лад. Пытаюсь раскрашивать, вот, как сказать,
отключаясь от того, что мне там что-то не нравится, и получать удовольствие просто от закрашивания вот этих вот фрагментов. И тогда оно нормально. Кстати, этой кисточкой прям замечательно, слушайте. Так хорошо ей все это прокрашивать. Я в восторге. Так, я что-то не поняла, ну-ка. Угу. Ну вот. И вот я сейчас так сижу. Почему я и медленно, как видите? Потому что я практически, для меня это сейчас как медитация. Сегодня уже суббота. Я вчера раскрасила эту иллюстрацию, и в принципе довольно-таки быстро. Ну, как бы я 2 раза, в 2 захода. То есть сначала на видео, потом поделала свои дела, вернулась и дораскрашивала. Но, честно говоря, именно снимать уже концовку мне не было сил. В общем, фон я сделала сухой пастелью, по-простому. Все остальное раскрасила акварелью. Вот на вот эти яйца добавила перламутровый акварели луч. Хотя нет, по-моему, я использовала белые ночи и луч. В общем, все по чуть-чуть. И потом тут же нанесла гелевую ручку. Но, по-моему, в основном здесь как раз белые ночи, перламутр. И почему-то здесь это, видимо, на фоне ручек, что ли, теряется. Не знаю. И перламутр на бабочке нанесла. Вот. Здесь у меня акварель белые ночи с белилами на бабочках. Это на то и на другое. И потом сверху вот перламутр. Ну и так, в основном здесь все полностью кюветки. Тут вот белые ручки, гелевые ручки, эти аутлайнеры. В общем, как-то так. Вот это мне вообще, как я уже сказала, не понимаю вот эти вот цветы, такие узоры. Поэтому просто тут уже отрывалась как могла, сочетала все подряд. Ну, в целом, да. Больше всего я с удовольствием, знаете, с таким раскрашивала тюльпаны. Мне понравилось, как получилось. Вот именно их я раскрашивала с огромным удовольствием. У меня было время, я могла и, в общем-то, сегодня еще что-то пораскрашивать, но я думаю, вполне достаточно будет одной иллюстрации, и раскраска продвинута, и задача выполнена. Вполне нормально. Нам, кстати, очень повезло. Мы-то уж расстроились, что только раз на лифте проехали, и теперь непонятно когда. Потому что его еще Мослифт не принял. Но вы знаете, чудеса случаются. Нам сказали, что лифт будет работать с 9 утра до 9 вечера. Ну уж я не знаю, по будням или все дни. Хотелось бы, конечно, все дни, потому что собаке пока лишние нагрузки совершенно не нужны. Но вчера вот мы и спускались, и поднимались на лифте. Это уже очень-очень здорово. Я еще раз всех поздравляю с праздником. Благодарю вас за просмотр. Проходите обязательно на канал к Оксане. Смотрите, что же раскрасила она. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. А я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.